Ребята, всем огромный привет! Я немножечко подмерзла, у нас прохладно. Ну, сейчас я вам скажу, сколько градусов у меня в квартире. Ой, тут на Фаренгейты переключилась. Ой, сколько ж это? 20 градусов в кухне. Вот здесь 20 градусов и 58% влажности. Орхидеи не поливаю сейчас. Жду, что кто-то из них там начнет выпускать уже цветоносы, потому что процесс выпуска цветоносов как раз приходит на вот этот период межсезонья. Я приоделась, одела свою кофточку, которую одеваю только в межсезонье. Когда-то Сережа мне ее привез из Перу. У меня их парочку, есть еще вот это панчо национальное. То я одеваю, когда уже совсем холодно. Ну, я сейчас пока после прогулки с Жориком побегали по парку, согрелись. Ну, вот у меня кофеек в моей любимой кружечке. Все, боюсь ее расколотить, ну, прям любимая кружка, любимая. Купили хурму. Ой, это первая хурма в этом году. Что-то я уже давно она на рынке, я что-то не покупала. И у меня такая хачапури. В общем, так, расскажу вам сейчас быстренько, что хочу делать. Хочу попить кофе и хотя бы одну орхидею пересадить. Вместе с вами будем пересаживать. Как у вас обстоят дела? У вас там, наверное, уже цветоносов много. У меня немного. И даже некоторые сейчас только отцветают. Вот вчера мне уже мои сделали замечание. Говорят: мама, давай уже срезай. Это Роттердам. Я говорю: все, завтра уже срежу. В общем, срежем. Ой, я, кстати, смотрю, что здесь почка живая. А я думала под самый низ обрезать. Это детка. Видите, вот даже не поливаю, девчонки. Такая влажность, не поливаю. 20 градусов. Но это я готовила, и 20 градусов, вообще меньше. В общем, я, наверное, обрежу до живой почки. Скорее всего, что это детка, которая здесь. Она, наверное, вряд ли потянет новый цветонос в этом сезоне. Скорее всего, что разбудит почку на старом. Я вижу, она и листик растит, и корешок. В общем, надо заняться, убрать вот эту вот красоту. Короче говоря, там кто-то мне писал: давайте нам проходички, потому что орхидеи хотим смотреть только цветущие. Девочки, орхидеи прекрасные, даже когда они не цветут. Но посмотрите, какие листики. Посмотрите, какие корешки. Это ж просто эстетика. Эстетика. Поэтому не только цветением наслаждаемся, но и красотой листьев и корней. Потому что это залог успешного цветения. Поэтому видео про пересадки, не только про цветение, про пересадки, про корешки, про вершки. Так что вот так. У меня сегодня хорошее настроение. У нас сегодня прокапывает слегка дождик. Ой, от окна плохо видно, да? Но он такой, чуть покапал и перестал, чуть покапал, перестал. Ну, скажу вам, 15 градусов на улице. Ну так, курточки одеваем, даже Жорик тоже в курточке. И я вам показывала, хотела пересадить сегодня вот эту красоту. Но я думаю, мы одну только пересадим, и это будет, скорее всего, горизонт. А эту красоту пока я не трогаю, потому что я сегодня, девочки, обнаружила, что я ливанула ей воды. И она вся мокрая. И думаю, пускай она слегка, прям лилось с нее, пускай слегка просохнет. Видите, она еще в 12 горшке. Вот чем, смотрите, какие красивые листочки. Чем плохи орхидеи без цветения. И, кстати, вот здесь куча каких-то непоняток. Я вспоминаю и не могу вспомнить, не записала, цветокинила я ее или нет. Но тут что-то вот по почке, видите, заактивничали. Не пойму. Мазала, она ж пилоричная наполовину. Половина она пилорик, один цветонос, другой цветонос стандарт. Так что вот так. Монтрё, я вам сказала, это монтрё. Так что буду сейчас вместе с вами работать. И сейчас снимаю без микрофона. Будем пересадку делать. Купила ж микрофон. Дешевый. Но девочки мне пишут, что Аня, звук таке собі. Девочки, вот вас услышала. Взяла такой бюджетный микрофон. Сколько он стоит? Ну, долларов 12.
попробуем. Но я уже пробовала, просто так записывала, и мне показалось, что звук айфона, родной вот динамик, он, как-то не динамик, микрофон здесь, он частоту лучше воспроизводит, девочки, и слышно лучше, чем даже с микрофоном, который вот здесь будет пристегнут. Там немножко как-то, нет, там тоже слышно, но оно как-то не так бархатно. Ну, посмотрим. В общем, именно саму пересадку с вами будем с микрофоном записывать. Вы мне потом напишите в комментариях, как лучше. Вот сейчас просто iPhone. Просто я держу правильно. Я не держу, вот я бралась рукой прям там, где микрофон, и закрывала звук. А теперь до меня дошло, что я неправильно держала iPhone. И вот посмотрим, как будет с микрофончиком. Я там зарядила все. Надо только его пристегнуть и воткнуть там эту передачу, как-то он там называется. Короче, девочки, пью кофе и будем пересаживать. Так, ребята, открываем микрофон. Так, а где он здесь? Вот он. Будем с вами профессиональную делать съемку. Ой, он куда-то улетел, вообще непонятно куда. Наверное, вот с этой стороны будет лучше. Так, его, по-моему, надо включить. Так, сейчас, девочки. Ага, тут кнопка есть. Что-то я там нажала. Тяжелая эта работа. И вот эту штучку воткнем в iPhone. Раз, раз, раз. Девочки, я его просто не включил. Ой. Ну что? Как меня слышно? Нормально? Как меня видно? Как меня слышно? Цветочек видно? Сейчас отключусь, послушаю, что я вам там наговорила. Предыдущий кусочек оказался без звука. Кажется мне, что качество звука такое себе, да? Так, девочки, я его выключила. Мне кажется, так даже лучше. Правда? Слышно лучше, натуральнее. Вот и так вот. 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 Ну, я не знаю, может, я что-то там не соображаю. Может быть, для улицы будет хорошо. Но дома, мне кажется, достаточно и даже лучше просто на iPhone. Так, все, давайте уже пересаживать. Так, кто у нас сегодня на пересадке? А на пересадке у нас сегодня вот этот красавчик. И красавчик этот горизонт, девчонки. Он у меня еще в покупном субстрате. В принципе, казалось бы, можно было его еще и не трогать, да? Но у меня такое ощущение, вот, что ему не хватает влаги. Вот я смотрю, что он быстро пересыхает и начал как-то клониться в сторону. В общем, я решила его вытряхнуть и пересадить. Сейчас мы вместе с вами это сделаем. Буду пересаживать в галтованную кору и живой мох карпатский. Так, пересаживать буду либо в этот вазончик, либо вот в этот. Я приготовила 3 вазончика. Либо вот в такой, закрытая система, либо вообще вот в такой. Купила вот прям, ну это очень большой. Нет, это очень большой. Этот я оставлю для другой орхидеи. Пока что, в общем, для этого, я думаю, достаточно вот такого объема. И здесь подстегивается дно. Это горшочек бусинка называется. Меня спрашивали в комментариях, где я покупала такие горшочки. Девочки, что меня плохо видно, полголовы. Эти горшочки я брала и у нас на рынке. И они были в интернете, на разных сайтах, может и сейчас есть. И в розетке были. Прям напишите горшочек для орхидей, прозрачный, бусинка. Вам там выбьет предложения непрозрачные, есть точно такие, там черные,
коричневые, бежевые, они непрозрачные, они не подходят. Лучше всего для орхидей прозрачные. У меня что, Лимоша раскричалась. Лимош, имей совесть. Подтанцовка. Жорик, в отличие от Лимоши, ведет себя прилично сегодня. Я перевернула камеру, чтобы было лучше видно. Так, девочки, надеюсь, что будет все нормально видно. Это перекись 3%, на всякий случай. Это поддончик был. Он стоял вот так в качестве кашпо. У него была эта мисочка. Так, ну и приготовила парочку инструментов на всякий случай. Ну что, он такой просохший, в принципе. Я вижу здесь орхиата. О, ага, часть корней, конечно же, вижу пропавшие. А где же торфяной стаканчик? Вот он распался на части. Удивительно. Как-то он пересох. Пересох и распался. Распался. В общем, смотрите. Вижу сухие корни. Вот полностью сухой корень. Сейчас, девочки, включу еще дополнительно свет. Сухие корни я, конечно же, буду удалять. Есть фласочные листочки. Вот сухой корень, полностью веломен ушел. Что там потяжу? Ну, можно оставить тяж. Он, видите, такой не черный. Это и есть корень. Это тяж живой. То есть корень живой. Можно его оставить. Можно. Только хорошенько снять испорченный веломен. Здесь краешки сухие. Слушайте, надо, наверное, Лимошу удалить из зала. Здесь надо конкретно просмотреть все корешки. Вот здесь сухой краешек. Много активных корней в активном росте. Так, и вот самое основание полностью высохшие корни. Я его немножечко, видите, вот там подрежу. Оп. Вот, смотрите, что я сняла. Ну и, конечно же, один корешок был неплохой. Ну, как неплохой? Он такой, не совсем живой. Ничего страшного, что я его обрезала. Сначала же подумала, что ой, что-то сделала не так. Есть тут еще немножко корешков, которые не очень. Ну это, в принципе, этот тяж, на котором испорченный веломен. Я его очищу и оставлю. Можно было это не делать, так как корневая, в принципе, средней паршивости, так бы я сказала. Изначально орхидея была так себе, потому что это был вариант уценки. И я увидела, что это горизонт, и мне очень его захотелось приобрести. Сейчас цветение у него уже много месяцев, не пышное и очень тусклое. Надеюсь, конечно, что возможно будет в следующий раз цвести хорошо. Так, фласочный листочек один уберу, хоть он и зеленый, симпатичный, но я его уберу. Остальные листики оставим. Видите, как-то он не особо охотно и растит корешки. Так, здесь тоже поубираю фрагменты пропавшей корневой. Вот она вообще отделяется. Так, в принципе, вот что мы имеем. Вот еще какой-то кончик, видите, высох. Вы знаете, можно было это и не убирать. Это же органика, и высаживаем в органику. Ну, как бы для того, чтобы не разводить мошек или там какую-то живность,
чтобы не было гниения, типа убираем. Ну, не знаю, девочки. Не обтряхиваю, не отделяю от корней мелкую кору, которая к ризоидам. О, смотрите, нашла еще, видите, пропавший меламен. Вот, часть корня, виламен пропал, часть корня нормальный. В общем, в принципе, если вот такой фрагмент сухого виламена останется в посадке, я думаю, что это никакого вреда посадке не принесет. Так, теперь, где наш горшок? Убираю кору. Беру горшок, будем примерять. Корневая суховатая. Все-таки вот он пересыхал в этой посадке, в 12-м горшке. Хочу его поглубже усадить, немножко прокручу. Вот так вот. И просто обложу. Вот что получилось. Коринками среднего размера. Вот такие большие, конечно, использовать здесь не буду. Есть у меня вот такие булыжники. Буду использовать кору не слишком крупную. Такая даже тоже великовата. Ну, примерно вот такие кусочки буду укладывать. Надеюсь, что приживется в этой посадке. Поливать буду доливом воды с оставлением вот в этом блюдце. И, конечно же, добавлю живой мох для того, чтобы посадочку увлажнить. Вот большая такая коринка, я ее переломаю. Это галтованная кора. Неплохо себя ведет в посадке с орхидеями. Обеспечивает им аэрацию. Так, мой мох живой хранится у меня в холодильнике на дверце. Можно морозить, девочки, дабы дольше сохранить. Вот такой он у меня, собранный с любовью, лично мною в Карпатских лесах. Вы, если кто видел наше путешествие в Закарпатье, видели, как я этот мох собирала. Сначала вообще, девчонки, набрала не понять чего. Как-то сразу, вы знаете, неопытным глазом сразу и ты тот мох и не увидишь. Надо настолько внимательно смотреть, он там есть, но не сплошняком. Надо походить. И он так, такими, знаете, участками растет, что ты даже сначала его даже не приметишь. Но потом уже, когда увидишь, то уже поймешь, ага, это то, что тебе надо. Это как за грибами ходить. Так. Здесь у меня прям он с корнями. Вот вам и будет, так сказать, органический компонент лесной. Подстилка. Так, и кора. Постараюсь вот в серединку побольше кусочек уложить коры. Вот так вот. О боже. Все, уже зафиксировала. Главное зафиксировать орхидею, чтобы она там не ходила туда-сюда. Так, думаю, мха надо еще добавить. Все-таки посадка не влагоемкая. Кора не разработанная. И первое время вся надежда будет на живой мох. Он является таким антисептиком, да, или как антисептик. Многие, вот я знаю, мне там девочки писали, что боятся, что с живым мхом можно занести какую-то живность.
из леса. Ну, девочки, а как его еще обработаешь? Этими пестицидами какими-то? Ну, как бы нет. Надеемся на баланс. Возможно, кто там владеет различными приспособлениями, микроскопами, может увидеть, что там какие-то насекомые мелкие, там клещи, клопы, я не знаю, кто там. В любом случае, какая-то микрофлора леса сюда попадет в вазон. Ну а там уже как орхидея будет существовать с этой микрофлорой, это уже, конечно, вопрос второй. Ну, возможно, целесообразно кулек с мхом все-таки поместить в заморозку на какое-то время, чтобы живность поубавилась. Может, какие-то виды и не поддадутся уничтожению при помощи низких градусов. Сколько у нас морозилки? Господи, сколько у нас морозилки? Минус сколько? Минус 10, минус 18, сколько? Что я много хочу. Ну, в общем-то, что-то убьется, а есть такие, конечно, особи, которые, личинки которых и яйца которых и в минус 20 не погибают. Есть и такое. Но будем надеяться на хорошее. Будем думать о хорошем и будем звать только хорошее. Так, ну у меня здесь уже осталась мелкая фракция коры. И, конечно же, я хочу добавить кору из его посадки. Сейчас подбираю и добавлю. Немножко еще мха в верхнем ярусе добавлю. Такие хорошие шапочки живые. Здесь корни очень короткие. Видите, она шатается. Сейчас буду фиксировать какой-то коринкой. Дело в том, что корневого роста как такового не было от шеи. И корни, которые вышли, они закуклились на размере 1,5 сантиметра. По какой-то причине мне непонятной. Ну, посмотрим, как он будет дальше развиваться, пока лист растит, активные корни есть. Так, иду выбирать, что тут можно выбрать. А тут можно выбрать, в принципе, да, такая вот орхиатка, смотрите. И просыпать ее сверху. В общем, это несложно. А это что? Такие прям, знаете, кусочки коры, будь здоров, такие прям плотные. Ну, что выбрасывать? Сейчас какую-то часть сверху просыпем. Но мне кажется, что это все-таки орхиата. А может и нет. Но похоже на то. Сейчас повыбираю, покажу, что получилось. Девочки, я вот вспоминаю, я, по-моему, ни разу не покупала орхиату для посадки. И я даже не знаю, вот только слышала мнение о том, что она сначала очень долго плохо впитывает влагу, сама орхиата, не держит. А потом, когда разработается, наоборот, слишком сильно впитывает, и посадки такие получаются слишком влагоемкие. Напишите свое мнение по орхиате. Что скажете? Это много разных таких неоднозначных выводов у орхолюбов насчет коры орхиаты. Ну, блин, я не помню, чтобы я заказывала именно орхиату. Меня останавливала цена. Она всегда была в цене. Пинию я покупала с кока-чипсами, но орхиата это что-то ж другое. Да, пиния это ж сосна, там, кора какой-то там сосны. Так она и называется, по-моему, это сосна, пиния, которая растет в определенных климатических зонах. А орхиата это что-то другое. Девочки, а ну напишите в комментариях, что такое это орхиата. Так, ну вот, сейчас убираюсь. О, кстати, хороший горшочек. Убираюсь, насыпала сверху его коры.
Ну, в общем-то, неплохо получилось. Очень даже неплохо. Здесь немножечко мха, немного. Процентов, наверное, может 20-30 от всей посадки. Там галутованная кора средней фракции. И вот эта мелкая орхиата из его вазона. Ну, думаю, будет ему так намного комфортнее. Будем наблюдать. Вот точно так же пересаживала, сейчас вам покажу, когда в прошлом году или когда. Вот эти. Ну вот эту я пересаживала в прошлом году, она уже здесь цвела. В этом горшочке там корней нарастила. Это кто у нас? Чиолин Рейнбоу. Неплохо здесь растет в таком же объеме. И вот недавно мы пересадили точно в такой же горшочек. Тоже мох, кора. Это моя Shiny Girl. Моя любимица. Так, что у нас тут такое желтое? А? Непонятно. А то, что нам непонятно, нужно брать топсин и работать топсином. Вроде растет. Корневая развивается здесь или пока молчит? В общем, девочки, сейчас надо сделать кашицу топсина и вот эту область промазать. Надеюсь, не фузариоз. Еще останусь без красивой любимой орхидеи. Не хотелось бы. Ой, сейчас съем хурму. Все никак не дойдут руки. Так, и вот здесь прошлогодний дую, потому что Лемуша перья свои побросала. Вот моя, слушайте, капец, так долго держит. Один цветочек выдала. Это летний цветонос, чтобы вы понимали. Цвела красиво, черебом. Бабочка. Тоже в таком же горшочке. Нарастила там корней уже большое количество. Очень неплохо. Очень неплохо. Здесь сверху кока-чипсы. Ну, как-то она начала мельчить после, или это еще до пересадки. В общем, измельчила лист. Ну, посмотрим. Что-то ей не нравится. И парфюмерка в таком же горшке. Нет, чуть больше. Это Адорион. О, перья лежат, прям лемушины. Капец. Лемуша сверху восседает. Это моя Ренемаха. Адорион. Вот горшочек. Такой же точно, да? А, точно такой же горшок по объему. Здесь пришлось по вкусу. Но я вижу, что она пересохла. Надо поливать. Вот кто-кто, а Адорион что-то здесь быстро пересыхает. Хотя, смотрите, есть манка на корнях. То есть это даже такая ошибочная визуальная картина, что орхидея пересохла. Но на самом деле там еще влажно внутри. Хотя веломен уже серый. Можно просто слегка-слегка сбрызнуть сверху. Вот так вот. В общем, у меня много таких посадок. Надеюсь, что этому красавцу тоже понравится эта посадочка. И он нас порадует. Не знаю, может пообрезать уже эти цветоносы или пускай телепаются. Тут вообще странный цветок у нас с мутацией вышел. Вот он, получается, выдал этот цветонос летом. И я уж подумала, как домашний, будет большая гроздь. А нет, дал только 3 цветочка. Обидно, досадно, да ладно. А здесь разбудил почку и тоже 2 там дал цветочка, один такой вот мутантик. Такое себе. Можно, в принципе, это и обрезать. Не знаю. Посмотрим. Ну, с этой сейчас буду решать вопрос, потому что мне не нравится вот это прям, знаете, такая, даже не желтизна, а как краснота. Очень напоминает фузариоз. От фузариоза топсин М очень даже неплохо. А потом можно будет пролить с Максимом. Максим тоже от фузариоза. По-моему, тоже есть в списке болезней фузариоз. А так на вид коняка-слоняка, да? И вдруг бамс, и здравствуйте. Вот так, девочки, часто бывает. Ну, что сделаешь? Что сделаешь? Ничто не вечно под луной.
Да, и пошел этот лист уже желтеть. Да-да-да. Надо его снять. И так жалко. Он хотел лопнутый тут немножко, но он такой мясистый. И здесь вот эта ерунда. Ну, попробую сначала промазать, потом посмотрю. В общем, все, друзья мои. У меня, правда, еще есть одна небольшая задача на сегодня. Мне надо одну маленькую орхидею 1,7 пересадить в плагрон. Я купила стаканчики 300 мл. И вот эту малявку надо избавить от мха и посадить в плагрон. Ну, я сейчас посмотрю. Если что, я вам покажу. Не убегайте. Я все думаю, снимать этот лист, не снимать. И все-таки решила я его снять. Я же спать не буду нормально. Ой, господи. Буду думать. Так, руки мокрые. Буду все думать. А что ж там такое? Это, девочки, как начинается межсезонье, начинается всякая бяка. Польешь, вот прям хоть не поливай. Вот польешь, а потом жди беды. И не знаешь, с какой стороны та беда придет. Ну вот в виде... Кто-то, да, покажет свою фе. Лист хороший, девочки. Ладно. Лист хороший, мясистый. Ну, какая-то там фигня есть. И чё? И чё? Что-то там на шее. Ну, не особо прям там вау, кошмар, капец. Ну, замажем сейчас топсином. Может и зря. Не, ну как зря? Ничего не бывает зря. Ничего не бывает зря. Сейчас я возьму топсин. Так, сейчас, девочки, минутку. Минутку. Он у меня в такой баночке. Я немножко так отсыпаю. Если сыпану, оно все... Можно было ложкой залезть. Так, и нужно прям капельку водички. Прям вот капельку, это даже много. И вот так развести. Даже вот так. Даже еще больше. И вот туда. Можно и по корню. Он, кстати, хорошо проникает в сосудистое русло растения, сокодвижением. Не убрала, там вот это торчит. Сокодвижением разносится по всему растению, и в корни, и в стебли, и в цветоносы, и даже в бутоны, по-моему, так, во все части растения. И работает и профилактически, и лечебно. Я очень надеюсь, что мы спасем, предотвратим, если вдруг там что-то нехорошее наметилось. Да? Посмотрим. Но у меня уже много лет. Ну, посмотрим. Постоит вот такая намазюканная. Все пазухи залезем. Поштукатурим. С топсином можно пролить тоже. Даже лучше будет с топсином пролить ее. Так, все, надеюсь, что ничего такого критичного с ней не произойдет. Хотя уже вид испортили. Пришел помощник, будет помогать. Без тебя пересадку сделали, ты все проспал, представляешь, мамка хитрая. Выбрала время, когда ты спал.
Ой, 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 ой. Девочки, так подрос. Знакомая увидела. Говорит, я его не видела 2 недели. Стал такой большой и невоспитанный пес. Невоспитанный пес. Невоспитанный. Ой, какой. Как он любит погрызться, поиграться. А ну давай косточку. Где твоя косточка? Давай. 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 Давай, давай. Давай, на, держи. Жора, взять. Давай. Ну чего, я побегу, что ли, за ней? Давай играться, давай, давай. Ну давай, я хочу играться, ты не хочешь? Жора. Эх ты, Жора, Жора. Я думала, я купила 0,3, а это 0,5. Это объем, Костя. Стаканчика. Думала 0,3, а оказалось 0,5. Ну ладно. Ой, как они поприрастали там. Давайте, отлипайте. Так. Снимаем мох родной. Так, ласочный листочек. Малыш, который не процвел бабочкой. Эх и ах. Ну, так случилось. Что-то я уже думаю, что этот горшочек прям большой будет. Не знаю. Так, стой. Дно такое узкое. А верх, ну это хорошо, когда расширение кверху. Ну как-то. Ну посмотрим. Будет, наверное, слишком долго осваивать. Но в этот он сильно маленький. Ну сейчас я посмотрю. Может в этот все-таки его засадить. Только уже не... А что тогда доставала? Что здесь у основания? Не понять чего. Не понять чего. Видите, такие какие-то стебли от мха. Ой, прям... А что это? Какой-то сорняк видно был. Палки. Это от садовника 1,7. Мох. Так, так. Вижу там чешуйку. Уберем. Чистим весь мох. Это тот случай, когда мы пересаживаем совершенно в другой вид субстрата. Но сказать, что он не влагоемкий, это ошибка. Он тоже влагоемкий. Не знаю, девочки. Ну да, я согласна, что прям в жару быстрее пересохнут могут корни, чем в коре, возможно. Тем более, если кора с добавлением мха. Вот тут такое какое-то интересное корнесплетение, непонятно. Вот этот корень плохой. Вообще высохший. Вот этот цветонос, которым он у меня процвел. То есть, получается, у садовника вообще никто ничего не цвел. Они как бы решили, что у них все экземпляры будут пилоричные. Ну, никто же это даже на практике не проверял. А так, посеяли. Не знаю, фласки, не фласки, как они там. Ну да, фласка ж, наверное. Высадили из фласки, не проверили даже. Это у меня цветоносик. А я его так и оставлю. И отправили. А у нас процвело уже как процвело. Вот я думаю, решаю. Или в этом же стаканчике оставить. Но тут вот такой корневой рост. Оставить в этом маленьком. И просто плагроном засыпать. Да? Либо поместить уже в этот большой. Немножко утопить. Да? Чтобы потом не пересаживать 100 раз. Давайте в большой. Сначала большие такие керамзитины. Но это плагрон. На перспективу, чтобы был этот корень вниз. Тут у меня пеностекло нечаянно попало. Система будет закрытая, поэтому и просыхать будет не быстро. Если у вас будет просто
с дренажными отверстиями, то вы можете, конечно, замачиванием поливать или проливом, но будет быстрее просыхать. Ой, в спинное стекло попало. Ну ладно, пусть будет уже. Так, ну а сверху будет уже помельче керамзит. О, прекрасно. Девочки там мне пишут, что у многих есть такие посадки, и они довольны ростом и развитием. Нет, сильно мокрое. Я промыла его, но он не стек. Что, Жора, нельзя? Нельзя там лезть к орхидеям? Нельзя? Тебе нечем заняться? Нечем дитю заняться. А где твои игрушечки? Давай мячик, давай. Давай. Опа, давай, лови. Что, он тебе совсем надоел? Тебе хочется попересаживать? Я тебя понимаю. Эх, Жорка лентяйка. Не хочет за мячиком бегать. Надо было этот немножко корень туда вниз. Ну ладно. Тут прям такой миленький керамзитик. Недостаточно. Получился вот этот корень сверху, он пойдет наверх. Мне так не подходит. Ну ладно. Или переделать. Он, в принципе, так и был сверху. Сверху и остался. Надо было его... Ну, сейчас постараюсь переделать. Все, переделала. Вытащила и корень завела прям туда. В самый низ. Как бы его так, фух, сложила туда. Направила вниз. Замечательно. И все получилось неплохо. Я тут за Жориком слежу. Покушается на орхидеи. Он же видит, что я тут деятельность развела. Все. Очень даже неплохо. Вот корешки видно. Плагрон мокрый. И они мокрые. Вот этот вариант поливать долго не придется. Теперь на полочку под освещение и наблюдать. Красота. Ой, единственное, ребята, я не побрызгала корнеобразователем. Ну, такое. Не ту орхидею, которую только что пересаживали, не эту. Но потом можно будет по шее пробрызгнуть через пару дней, когда подсохнут. Так, все. Всем обнимашки. Всем хорошего пушистого настроения. Надеюсь, что у вас там тоже все в порядочке. Но у меня еще не в порядочке. У меня еще очень много орхидей, которые нужно пересаживать. Всем обнимашки. Всем мира и добра. А нам пора идти гулять. Видите, что творится? Меня зовут гулять. Ты гулять собрался, что ли? Что ты творишь, Жор? Пока-пока. 5:30 вечера. У меня солнышко в окошке. Класс. И вот такое солнышко на моих грядках. Красота. Девочки, забыла, как она называется. Какая-то каюлани. Ну, каюлани. Принцесса каюлани. Но это от алюры. Их там несколько каюлани. Ой, боже, какая красота. Октябрь месяц. 5:30. Каюлани, которая другая, но тоже не менее симпатичная. Вот какая красота.